пассажиры в хорошем настроении. Да что ж я буду скрывать-то? Люблю девушек-пассажиров в хорошем настроении. Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки, когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду, пиши. Да. А еще я люблю, когда я могу на это настроение повлиять как-нибудь. Метро Кировский завод, все верно? Ну не грустите, в метро прохладно зато. Поэтому у вас хорошее настроение? Ну, синоптики прям обещают, что это вот-вот последний китайский день жары. И все будет потом будет все как обычно. Слякоть, морось, непонятное время года. Только по календарю можно сориентироваться, что в Питере за сезон. Весной и осенью. Да? А сейчас, по-моему, зима такая, нет? Ну, эти зимы были холода. Как и, в принципе, и лето, и зима в этом году все было. Да. Ну ладно. Метро Кировский завод, да, на всякий случай? Да, еще пару раз я, если что, еще раз напомню. Хорошо, отлично. Ну, просто я уже старенький, понимаете, и... да, поэтому лучше 2 раза. А выгляжу молодо, просто я не каждый день пью, поэтому еще в форме. Вот если буду каждый день, то я уже, конечно, буду такой обветренный чуть-чуть. Вообще что? Мало нужная вещь? А как? А что делать? А что делать? На рыбок смотреть в аквариуме? Как расслабляться? Как? Разные альтернативы. Готов выслушать. Активный отдых, например. Не, ну подождите, активный отдых, он же не расслабляет. А как расслабиться-то? Ну вот представляете. Спорт. Прекрасно. Спорт не расслабляет? В моей жизни есть чуть-чуть спорта. Совсем чуть-чуть. Я на скакалке прыгаю по утрам. Да. Нет, ну это, мне кажется, не то. Да, я понял. Ну, не знаю. Мне кажется, что все-таки, ну, не знаю, там, ну, винишко там, я не знаю, ну, как-то вот должно присутствовать. Иногда, но вот я не испытываю какой-то потребности. Вы счастливый человек. Вы счастливый человек. И я 3-й раз скажу, вы счастливый человек. Да, вы закрепите. А я закреплю эффект, да. Ну, даже не знаю, что вам сказать вообще. Странно, очень странно. Вы выделяетесь, вы белая ворона в нашей стране. Возраст такой, что мне еще как бы рано входить. В штопор. То есть вы пока еще, у вас такой вот, как сказать, юношеский такой максимализм, который вам, ну вы, кстати, ну тоже в форме. Как же на 16. Ну, знаете как, на ходу вы еще. На ходу, да, выглядите на 16 с половиной, я бы сказал. Вот так, на 16 с половиной. Про что же я там говорил-то? Так что без паспорта мне даже не подойдет. Так вот в чем фишка. Вы забываете паспорт. И уже 8-й раз я к вам прихожу. Мне проще не пить тогда уже, чем к вам приходить в магазин. И такие, девушка, ну да, проще не пить. Ну и ладно, значит, я пить не буду. И решили, что не будете пить. Я думаю, тут один магазин в деревне, конечно же, это сработало. Меня уже давно паспорт не спрашивают. Мне обычно говорят: дедуля, а в тебе немного? 2 банки пива. Я говорю, ну что ж ты, милая, я не себе только, нас там 4. Прекрасно, неожиданно заканчивается дорога в стране, да? Едешь, тут дорога кончилась. Ни знаков, да, никаких, ничего вообще нету. Вот, а вы говорите не пить. А как? Что не метр, то стресс, что не метр, то стресс. Но я все равно за вас рад. Вы такая молодец. Редко сейчас вот встретишь таких вот прямо вот таких вот целеустремленных 16,5-летних, не пьющих, с хорошим настроением. Нет, если бы мне было 30, вы бы говорили, что мне 16, было бы еще нормально. А вы подождите.
подождите, вы еще не попьете до 30, и вам вполне будут говорить, там, ну, вам 17. Там буквально небольшая разница будет. Это же все очень быстро наступит. Поверьте моему старому дедушкому опыту, все будет очень быстро. Что у нас с вами большая разница в возрасте. Вы знаете, мне 40 лет на пятки наступает, вы не поверите. Серьезно? Отвечаю. Отвечаю, шлющий красавец, правду говорю тебе. Как говорил Галустян, я, конечно, еще могу поехать дельфинов, плавок моих покормить в море. Но уже с трудом. Да, конечно. Конечно, спорт сыграл немаловажную роль в моей жизни. Я так в какой-то момент немножко законсервировался. Ну, опять же, пью через день хотя бы, поэтому как-то в форме себя держу. Там зубик выпадет, я его вставлю, там, чтобы уж совсем не плохо не выглядеть. Пить и выпивать тоже разные. Вы знаете, да, вот я с вами согласен. Культуры питья нет у нас, к сожалению. Ну вот ее... Не культуры, меры нет у нас. А это входит в понятие культуры питья, понимаете? У нас же как? У нас главный эффект. Ну, да, для всех. То есть ты, по большому счету, там, у кого есть деньги, тот что-то подороже пьет, у кого нет денег, тот что-то подешевле, но у всех одна итоговая цель. Это конечный вот этот вот пьяное состояние. Но есть же культура, которая, да, вот, например, там закуска, да, компания, да, там какие-то, может быть, поводы, может быть, какая-то красивая посуда, да, вот это все, оно, конечно, превращается в такую эстетику, и уже как бы ты себя алкашом не чувствуешь. Я про себя сейчас говорю просто, чтобы вы не думали, что я алкаш. Я как бы вот, да, то есть если я даже пью какой-то такой, скажем, неромантичный тяжелый напиток в виде водки, я обязательно сопровождаю его каким-то вот приятным таким маломальским таким застольничком. То есть я себе что-то наварю, что-то порежу, что-то там налью в другой стакан там в качестве такого вот красочного дополнения. В итоге я считаю, что я, как сказать, эстетичный алкаш. Ну, не алкаш, конечно, это я так утрирую, но я как-то вот так вот, у меня есть доля эстетики в этом. Я вот, смотрите, нам осталось ехать еще пару минут, я вас сейчас смогу убедить, вот, смотрите, да, за пару минут, что все не так плохо. Берите паспорт в следующий раз обязательно, обязательно. Сейчас жарко, я вам могу предложить розовое полусухое или белое полусухое в холодильничке, можно со льдом. Есть отличные французские вина недорогие, которые можно употреблять именно вот в таком виде, да, то есть хорошо охлажденными, пару кубиками льда. Поверьте мне, ваша обворожительная шикарная улыбка будет еще более обворожительней и шикарней. Спасибо. Вот умею я, да, так как вот умею так. У меня аккуратненько, да, у меня уже слюней полный рот. Я уже не понимаю, зачем я здесь сижу сегодня, потому что как бы это последний день жары и вполне возможно последний шанс именно вот такими вот напитками наслаждаться. Ну, коктейли, конечно же, в том числе. Ну, как же, ну, мохито, ну, это же мята, это же освежает. Ну, вот, видите, а вы говорите, нет, есть активный отдых. Вы... Я же не имею в виду, что каждый раз, когда кто-то идет выпить, я говорю, ребят, я, конечно, с вами бы сходила, но у меня... Ну, у меня сегодня скандинавская ходьба. Берете палки, они говорят, о, отлично, как вас зовут? Анна. Короче, все равно идешь, сходи в магазин, вот тебе авоська, короче, вот тебе паспорт. И Анна активно пошла в магазин за пивом. Но меня еще больше не поймут в магазине. Так. Сейчас я вас попробую. Как было с вами интересно, честно. Метро уже здесь, нам придется выходить. Сейчас трамвай, троллейбус, точнее, проедет, и я вас обязательно и сопровожу вместе с вашим кошельком огромным, который в багажнике у нас лежит. Пойдемте. Всего хорошего вам. Пока-пока. Подытожим, друзья мои, подытожим. Девушка шикарная. Жалко, вы ее не видите всю целиком. Ну, поверьте моему опытному взгляду, прекрасная девушка. Вопрос остается вопросом: пить или не пить?
Напишите в комментарии, что по этому поводу думаете. У меня есть вот свое мнение по этому поводу. Конечно, когда я был молод, мы пили настойку овса. Кто помнит, была такая вещь, я не знаю, сейчас есть в продаже или нет. Какую-то дешевую водку с плавающими мухами в 90-е там было и такое. Мы муху как бы, все сначала знали эту бутылку. Фу, бля, пиздец, муха, все, бля, я пить не буду. Потом все бегали. Сначала выпивали все водку, ту, которая, соответственно, ту, которая была нормальная, без мухи. Потом все как лицом кривили муху, нахуй в сторону, выпивали уже эту. Знаете, как такая история про сборщика грибов, да, пошли собирать грибы. Значит, принесли домой, начали сортировать. Значит, червивые в сторону, не червивые в сторону. Не червивые почистили, съели, сидим, достали червивые, червяков отделили, почистили, сожрали. На самом деле мы и червяков потом сожрали, больно хавать хотелось. Так же и здесь. Я думаю, что все-таки надо уметь культурно выпивать. Можно даже под червяков, но культурно.